Добрый день! Вы на канале Старшего Мастера. Сегодня у меня в гостях мой ученик Матвей Пешнин. Здравствуйте. С Матвеем мы закончили вот такой интересный проект. Это стул. Но стул непростой. Слово тебе. Этот стул является стулом-стремянкой. Мы, допустим, приведем элементарную ситуацию. Пьешь ты кофеек, надо куда-то слазить там за печенькой и тому подобное. Берешь, переворачиваешь, получаешь стремянку. Можешь слазить. А когда слазил, спускаешься, перекидываешь его обратно и получаешь стул. И можно Продолжать пить кофеек. Вот такое изделие у нас получилось. Это многофункциональный стул-лестница. А сейчас мы вам покажем процесс изготовления данного изделия. Итак, начинаем. Для реализации нашего проекта нам потребовались сосновые доски 50-ки. Вначале мы их распилили, пропустили через рейсмус и получили бруски размером 30 на 40 мм. Затем Матвей сделал разметку, и я напилил предварительно в размер. Вмечаем верхний каркас стула. Склеиваем элементы ступеней. Склеиваем сиденье и делаем шканты. Шканты мы делаем из клена. Матвей делает отверстие под шканты при помощи специального кондуктора. Начинаем склеивать верхний каркас. Склеенные ступени пропускаем через рейсмус и начинаем подгонять их к каркасу. Готовим спинку у стула, просверливаем отверстие, и рубанком Матвей выравнивает свое изделие. Начинаем собирать ступени. Примеряем сиденье, и затем при помощи рубанка он это сиденье выравнивает. Сверлим отверстия под шканты. Выравниваем сиденье и склеиваем нижнюю часть каркаса. Окончательная подгонка рубанками нижней части каркаса, сверление отверстий под ступени и приклеивание ступеней к каркасу. Собираем обе части каркаса, подгоняем сиденье, и ставим сиденье на петли. Вот изделие собрано. Окончательная шлифовка, а затем изделие покрываем яхтным лаком. Для усиления жесткости ставим уголки. Итак, уважаемые зрители, мы вам показали процесс изготовления нашего стула. Слово тебе. Изготовив данное изделие, почувствовал ли ты что-то в своей голове или в руках, что-то особенное? Да, я почувствовал, мне понравилось его делать. Почувствовал, что мое призвание, и я хочу с этим работать дальше. Замечательно. Я так думаю, что эти навыки помогут тебе в дальнейшем, в твоей взрослой жизни. И ты, благодаря этим навыкам, сможешь добиться гораздо больших высот. Ну а мы с вами на этом прощаемся. Заходите, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Всего вам самого доброго. Пока.